Примерно 1000 лет назад до Бухары каким-то образом добралась небольшая община евреев. Говорят, что там оставалось всего лишь навсего 10 мужчин, то есть мужчин и мальчиков старше 13 лет. И вот от этой небольшой общины и пошел народ, который называется бухарские евреи. Когда я жил в Узбекистане, я дружил с бухарскими евреями и научился готовить от них несколько замечательных блюд. Дело в том, что узбеки за 1000 лет совместной жизни с бухарскими евреями не приняли практически ни одного бухарского блюда. А зря. Блюда оказались вкуснейшими. В частности, плов бахш. Впервые про этот плов я написал лет 20 тому назад, и с тех пор этот плов победно шествует по всей планете. Очень многие люди начали готовить этот плов, и я думаю, что сегодня настала пора, чтобы и вы познакомились с этим блюдом и полюбили его. Традиционно это блюдо, конечно, готовят женщины. Знаете почему? Потому что здесь очень много мелкой, кропотливой работы. Все надо нарезать очень мелко. Я сейчас нарезаю курдючное сало. А потом точно так же мелко надо нарезать мясо. Ну, все очень просто. Сначала тоненькими пластинками, потом соломкой и потом размером с 2 резинки. Вот крупнее уже нельзя. Я знаю, что многие могут соблазниться мясорубкой. И понимаю, что самые модные и остроумные из вас вспомнят про топорики. Нет, ребята, бахш – это только нож. И, наконец, печень. Пожалуй, что один из главных ингредиентов бахша. Вот с печенью надо поступить особо. Сырую печень нарезать так же мелко, как я сейчас нарезал сало и мясо, очень трудно. Поэтому применяют другой способ. Печень нарезается кубиками, примерно как мясо на шашлык, и опускается в кипящую воду на минуту, либо на 2. И печень принимает вот такую консистенцию. Вот такую печень нарезать уже довольно просто. С тех пор, как бухарские евреи переехали в Израиль, израильские раввины заявили, что этот способ не кошерный. Мол, если печень не готовить, только над прямым огнем, потому что, а вдруг там осталась капелька крови, и вот эта капелька крови должна упасть только в огонь, а в еде остаться она не должна. Ребят, у нас канал не кошерный, не халяльный, не православный и даже, будете смеяться, не вегетарианский. Поэтому я готовлю так, как привык, так, как научился когда-то у родителей моих друзей. Один из них, Михаил Натанович, слава богу, до сих пор жив, здоров, по пятницам готовит бахш, по субботам танцует, а вот второго моего учителя, светлой памяти Тамары Яковлевны, уже нет. И знаете, что самое обидное? Я не успел сказать спасибо этой женщине за все то хорошее, чему она меня научила. Но тем не менее, даже в этом она мне дала последний урок. За все хорошее надо благодарить сейчас же, не откладывайте на потом. Потом поздно, может быть. Я не случайно сказал о том, что Михаил Натанович готовит бахш по пятницам. Бахш относится к разряду субботних блюд. Что это означает? Ну, в субботу евреям не то что готовить, а даже и огня разводить нельзя. Поэтому были придуманы в народе какие-то блюда, которые можно начать готовить в пятницу вечером, а кушать уже на другой день, в субботу. Обратили внимание, что мясо, сало и печень я порезал поровну. В конце концов, кухня это не аптека, и здесь не в граммах дело. Некоторые добавляют печени побольше, некоторые любят побольше мяса, но уверяю вас, что вкус бахша, вот этот вот прекрасный аккорд, составляют 3 продукта. Печень, черный перец и зелень. Особенно кинза. Кинзы хорошо бы взять раз в 10 больше, чем я сейчас взял. Наверное, секрет раскрою. Некоторую часть зелени режу я, а некоторую часть зелени по привычке режет моя супруга. Когда я впервые писал рецепт бахша, я пошутил, что нужно взять печень, нужно взять зелень, нужно взять жену и еще ее подружку. Потому что вот этой вот мелкой работы нарезать очень много. Вот такие корешки от кинзы я никогда не выбрасываю. Знаете, если варите какой-то бульон из баранины, добавьте вот эту кинзу. Посмотрите, как вкусно получится. Это меня то, что Тамара Яковлевна научила. Зелень надо резать очень мелко. И, конечно, хорошо было бы прорезать за один раз, а не крошить ножом много раз. Но у меня пока получается вот так вот. Закройщик зелени из меня, я вам скажу, даже на 3-й разряд не тянет. Кинзы должно быть очень много. 5 больших пучков, ну а если мелкие, то 10. А все остальное зелени, ну вот, например, базилик, я не знаю, там укроп, петрушка, зеленый лук. Все достаточно по одному пучку. Чем разнообразнее будет зелень, тем будет вкуснее. Базилик или райхон, как мы называли его в Фергане,
Может быть, желательно было бы взять и зеленый, но ничего, фиолетового не так уж и много, и не так уж он и испортит цвет бахша. Потому что бахш, по сути дела, зеленый плов. И когда подаешь бахш на стол, часто люди сначала недоумевают. Вроде звали на плов, а подали что-то другое. Что это такое? Но зато, когда начинают есть, остановиться уже не могут. Именно поэтому бахш традиционно на всех торжествах подавался последним. В качестве последнего, самого торжественного, самого главного блюда. После того, как все почетные гости скажут свои тосты. Слушайте, с этими почетными гостями тоже кутерьма была. Имена у бухарских евреев были очень уж однообразные. Например, было очень много Михаилов. Поэтому у каждого дяди Миши была своя кличка. Например, Михаил Натанович, которого я уже упомянул, имел кличку дядя Миша Очки. Понятно, да? Он в очках ходил, точно так же, как я. А еще был дядя Миша Добрый вечер. Когда он входил куда-нибудь, то обязательно протяжно, так с особым акцентом говорил «Добрый вечер!». И все смеялись и говорили «Кормить нечем!». А еще был дядя Миша Деголь. Я спросил у знакомых, почему Деголь? А вот он сейчас придет, и ты увидишь. И правда, заходит, вот он, Деголь бухарско-еврейского разлива. И вот только лук – единственный продукт для бахша, который режется более-менее традиционно. Можете половинкой, а такой крупный вот четвертинками. Можете порезать потоньше, хорошо, было бы лучше. Знаете, что меня удивляет? Что бухарские евреи как-то не очень делились вот этими редкими своими собственными рецептами. У них было, может быть, 6 или 7 блюд, которые готовили только они. Вот это чисто национальные бухарские еврейские блюда. И даже их соседи не знали, как эти блюда готовить. А я посчитал, что очень важно, крайне важно сохранить эти рецепты. Почему? Потому что в них сохранилась очень древняя технология приготовления пищи. Вы понимаете, ведь бухарские евреи на территорию нынешнего Узбекистана пришли почти что 1000 лет тому назад. А из Израиля они вышли почти что 2000 лет назад. Но когда и где зародился рецепт вот этого бухарско-еврейского плова бахш, никто не знает, потому что похожих рецептов я не встречал ни у какого другого народа. И только современные производители риса иногда продают рис упакованным в мешочки и советуют варить прямо в мешочке. Дело в том, что вот это отваривание в мешочке – это типичная бухарско-еврейская технология. Да, бахш готовится в мешочках, вот таких плотных полотняных мешочках. Посмотрите, у нас есть один мешочек старый, в котором мы готовили уже очень много. Его как ни кипяти, он не отбелится. И нельзя, разумеется, кипятить ни с какими моющими средствами, ни с какими отбеливателями. Все должно оставаться натурально, как есть. Ну какая разница, красиво или некрасиво. Самое главное, чтобы было вкусно. Ну и, конечно, если это плов, то должен быть рис. Насчет риса, бахш не капризное блюдо. Вы можете взять любой среднезерный, длиннозерный рис. Вот дезера, может быть, не очень подойдет. А рис азиатский националь подходит просто замечательно. Он в готовом виде получается рассыпчатым, поэтому подходит и для гарниров, и для каких-то самостоятельных рисовых блюд. Но бахш – это супер рисовое блюдо. Я не понимаю, как можно готовить из риса, вдоволь не налюбовавшись им. Каждый рис свой вид имеет. Каждый рис как будто бы свой портрет имеет. Я рис от риса на лицо отличаю. Чистенький, беленький, ни одной трещинки. Гладкий, сухой, хорошо хрустит. Я Сталик. Я не могу готовить точно так, как готовят все. И сегодня я удивлю даже бухарских евреев. Но сначала мне надо помыть рис. Вот на эту гору продуктов я думаю взять примерно половину этого риса. Может быть, чуть больше половины. Ну, скажем так, грамм 500-600. Оставшийся рис я смешаю вот с этой зеленью. К этому рису и зелени я добавлю то, что не добавляла никогда ни одна бухарская еврейская хозяйка. Я добавлю сюда слегка обжаренный в растительном масле лук. Посмотрите, довольно много лука, и масло наливали достаточно щедро. И к этому бахшу я добавляю нут, предварительно замоченный и наполовину отваренный. Это вот такой нут, националь. На мой взгляд, очень хороший. Многие выбирают нут, стараются, чтобы он покрупнее был. Это все равно, что яблоки выбирать по размеру. Ведь иногда и некрупное яблоко бывает очень вкусным. Итак, горох нут. Это было меньше, чем пиала гороха. Видите, как он разбух? Теперь оба бахша надо посолить и поперчить. На это количество я беру столовую ложку соли. Может быть, даже с небольшим верхом.
А на это количество я возьму примерно половину столовой ложки соли. И теперь черный перец. Единственная и самая главная приправа в этом плове. Черный перец должен быть очень хорошего качества. Он должен суметь поспорить с кинзой. И насыпают черного перца в бахш изрядное количество. Вот 2 чайные ложки на полкило риса, не меньше. Лук. Некоторая часть лука у меня там уже, внутри фарша. И еще одна примерно целая луковица. Сюда, наверх. И поливаем этот лук растительным маслом. А это постный бахш. Да-да, представляете себе, бухарское еврейское блюдо я однажды приготовил для человека, который соблюдал православный пост. Ну, хотелось мне угостить человека вкусным, несмотря на пост. Осталось все только перемешать. И теперь самая сложная часть. Правильно начинить мешок. Бахш варится в туго завязанном мешке. Но если завязать мешок слишком туго, то рис не сварится. Поэтому я вывернул сейчас этот мешочек почти что весь наизнанку. На руку одеваю перчатку, потому что только рукой можно почувствовать, хорошо ли ты уложил рис, нет ли там где-то свободных полостей. Едва ли не половина этой начинки уместилась в один небольшой мешок. Остальную начинку я помещу в наш старый, проверенный временем мешочек. Вот вспоминаю бухарских евреев, все-таки удивительный народ. Пословица у них была сказать: детей уберите от мониторов. Бабушка внукам обычно говорила: кушайте, кушайте, пустой мешок не стоит. Аккуратненько. Видите, да, не совсем туго. Вот так, чтобы руке приятно было. И здесь то же самое, равномерно. Теперь эти мешочки надо отнести в кастрюлю с кипящей водой. На дно кастрюли надо положить тарелки. Вот обыкновенные тарелки. Потому что, когда этот мешок ляжет в кастрюлю вот так на дно, то он здесь и пригорит. И в кипящей воде эти мешки должны вариться 4, 5, 6 часов. Можно готовить и 8 часов. Кто-то может сказать: ой, как долго, ой, как неудобно. Да что же это за блюдо такое? Это очень удобное блюдо. Вы находитесь с гостями, вы празднуете, вы танцуете, веселитесь. Когда надо, вынесли, и плов готов. Но это я здорово забегаю вперед. Ай, тихий вечер, кайфа наступает. Пора бахш открывать. О, запах одуряющий. Знаете, удивительное дело. Ну вот растительное масло немного выходит, конечно, из мешков, а курдючное сало, которое там есть, практически все остается на месте. Откроем пока 2 небольших мешочка. Сначала надо их вот так отхлопать. Понимаете ведь, как готовился этот плов? Вот воды там очень мало, и объема для риса очень мало. Рис расширяется, понимаете? И он выдавливает какие-то соки из продуктов. И куда эти соки деваются? Их впитывает рис. Понимаете, какая уникальная технология? В результате рис оказывается полностью пропитанным именно соками из продуктов. И вот теперь вынуть его оттуда, это тоже такая задача не самая простая. Смотрите, небольшой мешочек, да? Ага. Это у нас постный бахш. Немного встряхиваем его и посмотрите, сколько получается. Выходя из мешка, рис расправляется, и плова получается по объему, наверное, в 2 раза больше, чем было упаковано в мешке изначально. Вот это номер 1. Постный. А вот это будет номер 2. С мясом, с печенью, с курдюком. Ага. Вот он. Пошел бахш. Ох, я знаю, что мне сейчас напишут. Я знаю, что мне напишут в комментариях типичные комментаторы. Будут писать, что нет, это не плов, это каша. Вы попробуйте хотя бы один раз приготовить такой плов, для того, чтобы убедиться, дядя Сталик вам плохого не посоветует. А пока я вам желаю больших успехов в кулинарии, великолепных находок в еде, в радости жизни, счастья и, конечно же, приятного аппетита!